Всем привет! Моя очередная охота. Выбрался я на дневную подводную охоту. Водичка стала уже остывать, перчатки уже одел. И переодел уже гидрокостюм 7 миллиметров на 9 миллиметров. Как обычно, охоту начинаю с засидок. Пока наблюдал за плотвой, не заметил карася справа. Вышел на меня посмотреть, и я не успел среагировать. Не стал я двигаться, остался я на месте. Решил еще чуть подождать, в надежде, что карасик вернется. Постоял еще чуть-чуть, но карася так и не было. Частенько бывает то, что он возвращается, но, видать, не в этот раз. Иду дальше, уже в поисковой охоте. Замечаю небольшую щучку. Пытаюсь подойти к ней поближе. Прозрачность хорошая, и рыба не дает к себе близко подпустить. Щука небольшая, брать я ее не собираюсь. Замечаю справа еще одну щучку. Парочкой охотятся такого же размера. Чуть больше килограмма. Им еще расти да расти. Продвигаюсь дальше. Вновь встаю в засидку. Чуть-чуть постоял и начал двигаться. Двигаюсь не спеша и всматриваюсь. Смотрю, небольшая плотва выходит. Передо мной ходит стайками. И тут замечаю, что из-под низу выходит карасик. И решаю взять его. Делаю точный выстрел, и у меня на линее он. Начинаю подтягивать к себе линь. И есть у нас в этой охоте первая рыбка. Хороший карасик. Чуть больше килограмма. Стоял он в траве, и на мое движение он вышел с травы посмотреть на меня. Много времени для раздумий, для выстрела не дает. Тем более прозрачность воды сейчас хорошая очень. Доли секунды, и выстрел нужно делать уже. Очень интересные охоты получаются. Конечно, если сравнивать с сазаном, то в приоритете сазан за счет его размеров. Но не всегда он есть, и найти его легко. Нынче, в этом году, днем вообще не встречал его. В прошлом году 3 брал. В этом сезоне днем даже хвоста не видел. Вода сильно падает. Если по высоте взять, то 4 метра глубины уже нет. Не знаю, в чем причина. Может цикл, может еще что-нибудь. Но такое было лет 12-13 назад. Потом она вернулась. Сейчас снова. Речь идет про Бухтарминское водохранилище. На озере то днем видел сазана в начале сезона, промахнулся. Видео есть тоже на ютубе, только без озвучки. Но я дальше продолжаю охоту. С карасем я разобрался. Повешал рыбу на кукан. И продолжаю охоту. Вновь встаю в засидку. Наблюдаю за плотвой. В надежде, что какая-нибудь крупная рыба выйдет из травы. Может, тот же и сазан. Решил маленько пройти вперед. И вновь опять встать в засидку. И не замечаю справа хорошую щуку на 3 килограмма, которая вышла и остановилась, и наблюдает за мной. Я чуть-чуть погодя ее увидел. Делаю по ей выстрел, но промазал. Обычно подброс был вверх, а тут наоборот под низ щуки стрельнул. Пока перезаряжался, на меня еще вышел карасик, но не успел я зарядиться, и он ушел.
продолжаю дальше охоту. Тут немного выбрался из травы и вновь замечаю щучку небольшую. Я заметил, вся мелкая щука в основном стояла на ковре. Вся щука активная в охоте, ищет себе добычу, гоняет маленькую плотву. Ну, тут я понимаю то, что нужно возвращаться. Опять возвращаюсь в ту же траву в надежде поискать там какую-нибудь крупненькую рыбку. Вновь встаю за ситку и снова плотва, только гораздо более ее. Вновь наблюдаю за ней и замечаю, снизу выходит огроменный карасик. Не раздумывая, делаю выстрел по нему. И есть у меня вторая рыбка. Подтягиваю линь к себе поближе. Хороший карасик. Прям хороший, крупненький. Чуть-чуть до 2 килограмм не дотянул. 900 килограмм. Хорошо то, что у нас на водохранилище появились караси. Раньше их не было. Вроде как в притоке Иртыша в Китае прорвало плотину, и через Черный Иртыш в Зайсан и дальше в Бухтарминское водохранилище пришел карасик. Ну, правда, затем в 2018 году что-то случилось, и карась стал массово гибнуть. И прям гораздо меньше его стало. 2 года, то есть вообще редко встречался. Сейчас помалу-помалу стал уже появляться. И вот такие хорошие экземпляры. Ну все, вторую рыбку надеваю на кукан и продолжаю охоту. Затем еще чуть-чуть походил, полазил по траве, пождал выходы. Выходов не было ни карася. Но под конец охоты, уже когда солнышко стало заходить за горизонт, замечаю более-менее щучку хорошую. Хочу к ней поближе подойти, но она не дала. Прозрачность воды хорошая, и она стала уходить. Пошел по следу, чтобы поискать ее. Но я ее так и не нашел. Отохотился я в этой охоте порядка 5 часов. Охота выдалась очень интересной, когда еще и прозрак хороший, и рыба есть. Ну все, подвожу итоги сегодняшней охоты. Взял 2 карася. Один чуть больше килограмма, другой чуть-чуть до 2 килограмм не дотянул. Всем, кто подписался на канал, всем огромное спасибо. Кто еще не подписался и вам нравится мое видео, обязательно подпишитесь. И не забываем оставлять комментарии и ставить лайки. Всем пока.